Друзья, в этом видео мы поговорим о консультации других специалистов. Довольно часто меня спрашивают как беременные женщины, так и те, которые планируют беременность, чтобы я назначила, например, при наличии такого-то заболевания, которое не относится к гинекологии и тем более к акушерству. Или же, например, какие мне медикаменты применять, то есть должна ли я поменять, безопасны ли те или другие лекарства при беременности. Я вам сразу хочу сказать, что на самом деле ответственность за диагностику и лечение заболеваний, которые не связаны с беременностью как таковой, то есть относятся к системным заболеваниям или к заболеваниям других органов и систем органов, должны заниматься специалисты, то есть консультанты, специалисты, врачи других специальностей. И поэтому задача акушера и гинеколога – это не брать на себя ответственность, менять, скажем, назначение лечащего врача, менять медикаменты или, скажем, отменять их, или делать диагностику того или другого заболевания. А как раз его задача – это направить к специалисту, к консультанту, который сможет помочь разобраться в ситуации и, конечно же, провести необходимое обследование и лечение. Поэтому во многих, скажем, странах мира, особенно в больших городах, существует так называемое коллективное ведение беременности. Что это значит? Что обычно беременная женщина приходит к семейному врачу, который до определенного срока, первый-второй триместр, может вести эту женщину. Но в дальнейшем он может направить ее к акушеру-гинекологу и также при необходимости к другим специалистам. В других странах почти 90% беременных женщин ведется акушерками или акушерами-гинекологами, то есть врачами. Таким образом, опять же, при необходимости эти женщины могут быть направлены к другим специалистам. Нужно ли направлять всех женщин к другим специалистам? Я помню, что в советские времена было как-то так стандартно направлять беременную женщину к лору, к невропатологу, к окулисту, к хирургу и ряду других специальностей, то есть практически к целой группе специалистов. Причем осмотры проходили чисто поверхностно, для галочки. То есть нужно было для галочки в обменной картке поставить заметку, что она, то есть женщина прошла консультацию там лора или невропатолога или еще кого-то. Это, конечно же, ни к чему хорошему не приводило, особенно если женщина попадала в руки малограмотных врачей или тех, которые, скажем, не учатся, отстали от современной медицины. И, к сожалению, такие врачи нередко ставили ложные диагнозы, потому что далеко не все врачи знают, какие изменения происходят при беременности. Сейчас нет такого направления, когда женщина должна пройти чуть ли не всех специалистов, за исключением тех клиник, тех лечебных учреждений, где это коммерчески выгодно. Поэтому неудивительно, что чуть ли не всех подряд женщин посылают к гематологам, к эндокринологам, к генетикам и ряду других специалистов. Увы, не имея достаточного уровня знаний в современном акушерстве, и особенно в знании в отношении изменений в состоянии беременности, такие врачи больше вредят, чем помогают. Поэтому начинают разжижать кровь препаратами гепарина или же без конца лечат стрептококк в ротовой полости, потому что это так якобы опасно для беременности. Или же начинают тестировать на различные заболевания генетические, которые даже близко не пахнут у беременной женщины, вообще и не угрожают. И это, еще раз повторю, довольно часто банальное выкачивание денег, в том числе новомодные эти иммунологи, которые начинают чистить и подправлять защитные свойства, защитные силы у беременной женщины. Чтобы не попасть в ловушку таких коммерческих подходов выкачивания денег, во-первых, вам нужно знать себя лучше и больше, знать состояние беременности, то есть повышать свой уровень знаний и не бояться перепроверять любые назначения врача и слова врача. То есть сейчас достаточно источников полезной и достоверной информации. Самое важное в ведении беременности – это индивидуальный подход. Почему? Я люблю это слово «индивидуальный подход», потому что мы все разные, мы все индивидуальные. И у нас разные наборы проблем,
у нас могут быть совершенно разные диагнозы. В то же время у нас могут быть даже жалобы одинаковые, но разные диагнозы. Поэтому у каждой женщины беременность протекает особенно. И это не значит, что она будет протекать с осложнениями. И как я говорила в других видео, даже при наличии факторов риска беременность может протекать просто идеально, чудесно. В то же время на фоне вполне здоровой беременности вдруг могут возникать осложнения. Значит, мы все разные. А поэтому индивидуальный подход как раз начинается с учета факторов риска. И факторы риска могут быть со стороны других органов и систем органов. Когда мы говорим необходима консультация специалиста? В первую очередь тогда, когда у женщины есть какое-то заболевание, которое не относится к гинекологическим заболеваниям, то есть это может быть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, это может быть со стороны дыхательной системы, это может быть мочевыделительная система, то есть это может быть любая система, когда женщина имела вот как раз заболевание по этим системам. И иногда это могло быть заболевание, скажем, в детстве или в юности. Это не значит, что при беременности это обязательно опять вернется или будут какие-то осложнения из-за того, что женщина переболела давным-давно какими-то заболеваниями. Тем не менее, мы учитываем очень многие важные, скажем, моменты из прошлого женщины, потому что именно на основании как раз анализа, какие болезни могут проявить себя, какие нет, могут ли быть какие-то осложнения или последствия, скажем, перенесенных заболеваний во время беременности. Вот это и как раз задача акушера-гинеколога, чтобы понять, нужна ли консультация специалиста для конкретной женщины. Также не только перенесенные заболевания, но и имеющие заболевания на момент беременности. То есть есть женщины, которые, например, имеют какие-то там проблемы с сердцем, сердечно-сосудистые заболевания, та же гипертония. Или, скажем, женщина находится на учете эндокринолога, потому что у нее плохо работает щитовидная железа. Или, скажем, женщина имеет анемию, и не обязательно железодефицитную, потому что есть 400 видов анемии, но какой-то вид анемии. Поэтому она находится, например, на учете у гематолога. Другими словами, мы рекомендуем женщине посетить того специалиста, к которому она уже обращалась, имеется в виду по специальности, то есть не обязательно к тому одному и тому же врачу. Но если ей нужна консультация эндокринолога, мы ее направим на консультацию к эндокринологу и так далее. То есть уже мы выбираем то количество врачей, которые мы можем рекомендовать женщине посетить дополнительно, чтобы определить, насколько все-таки беременность может повлиять на данную болезнь или болезнь на беременность. Какие существуют требования современных специалистам, наблюдающих беременных женщин? Как я сказала, эти специалисты должны понимать и знать о тех физиологических изменениях, которые наблюдаются при беременности, потому что анализы могут меняться кардинально. И если врач, который принимает беременных женщин, другой специалист, не знает о том, как меняется его система, то есть как меняются его как раз органы и система органов по его специальности, как это все меняется у беременной женщины, то он может больше навредить, чем действительно помочь. Простой пример. Например, практически у каждой беременной женщины наблюдается тахикардия, то есть учащение сердцебиения с 20 недель. И тахикардия может достигать и 100-120 ударов на минуту. Для небеременной женщины, скажем, для обычного человека это довольно частое сердцебиение. Для беременной это норма. И если такая женщина обратится к кардиологу, он может сделать ложные выводы. Мало того, когда он сделает ЭКГ, он может заметить изменения на ЭКГ, особенно в легочных отведениях, и опять же сделать ложные выводы и назначить препараты, довольно часто несовместимые с беременностью, но которые успешно применяются у небеременных женщин. Это относится даже другим органам системы, например, мочевыделительная система. Если женщина говорит, что у нее жалобы на жжение во время мочеиспускания, конечно, малограмотный врач сразу скажет, что это цистит, что это нужно срочно лечить антибиотиками, что это может быть пиелонефрит. Кстати, очень многие врачи почему-то ставят пиелонефрит по одним лейкоцитам мочи, что совершенно неправильно. О пиелонефрите мы поговорим отдельно. Но проблема в том, что как раз если женщина обратится к малограмотному специалисту, ей тоже назначат антибиотики, потому что опасно и строго и плохо.
Все знают, например, что врачи боятся белка в моче и начинают вот это гнать, будем выгонять, чистить почки. Это вообще довольно глупый подход, потому что это создается большая нагрузка на почки, и как раз белок не является показателем того, что его нужно удалять, чистить. И белок как раз в моче не самый страшный показатель. Но зато женщины будут лечить даже в стационаре, капельницами и так далее. Плохой вариант, когда женщина начинает вводить как раз вот эти внутривенные жидкости, когда у нее и так большое количество плазмы, у нее и так увеличивается объем плазмы, а ей еще дополнительно вводят литры различных препаратов, в том числе опасных, таких как сульфат магния, который может привести к отеку легких и даже смерти женщины. Другими словами, эти специалисты, они действительно должны понимать, чем они занимаются при приеме беременных женщин, а не просто знать свою специальность для небеременных женщин, то есть для другой популяции. И поэтому очень-очень важно разговаривать с врачами и спрашивать, насколько врач сравнивает показатели у беременной женщины с небеременной женщиной. Не бояться спрашивать о референтных значениях, то есть спрашивать: доктор, эти показатели, которые вы приводите, это для беременных или это для небеременных женщин? Это очень важно. Если врач скажет, что это не имеет значения, это неправда, потому что действительно имеет значение. И, конечно же, такой врач, он обычно не спешит с назначением какого-то большого количества методов обследования, а тем более большого количества лекарственных препаратов, и говорит, что даже если есть противопоказания для приема этих препаратов, женщина обязана их принимать, потому что будет хуже. Если женщина до беременности ничем не болела, маловероятно, что ей потребуются консультации какие-то дополнительные других специалистов. Маловероятно. Конечно, мы рекомендуем эндокринолога, и мы рекомендуем, например, зубного врача, особенно когда знаем, что у женщин действительно могут быть изменения со стороны зубов, то есть повышается уровень кариеса. Другими словами, все-таки женщина может ходить к некоторым специалистам. Но еще раз повторю, что если до беременности женщина не жаловалась ни на какие проблемы, была совершенно здоровой, чувствовала себя хорошо, маловероятно, что у нее появятся какие-то заболевания при беременности. А вот уже в послеродовом периоде действительно из-за этих кардинальных изменений, как гормональных, так и физиологических, могут действительно развиваться ряд заболеваний. Если женщине необходимо посещать специалиста, очень-очень важно контролировать назначение. И знаете, какая еще большая проблема? Что специалисты довольно часто не соблюдают вот этот обмен информацией, то есть они не учитывают, что другой специалист мог назначить какие-то лекарства. То есть начинается вот это как бы с каждой стороны, от каждого специалиста по несколько препаратов. Это худший вариант, потому что потом получается авоська довольно опасных комбинаций лекарств и фуфломицина. Значит, очень важно говорить врачу, что мне назначат такой-то препарат таким-то специалистом. Или же, что женщина, например, уже принимает препараты, например, по такой-то причине, и поэтому все нужно учитывать. Не бойтесь говорить, рассказывать врачам о том, от чего вы лечитесь, и в какой дозе, и какие препараты вы уже принимаете. Есть препараты, которые действуют как синергисты, то есть они как бы усиливают действие друг друга, а есть препараты, которые действуют как антагонисты, то есть они подавляют действие друг друга. И поэтому, если женщина принимает какой-то препарат, к сожалению, может произойти вот это как раз реакция, которая отрицательно скажется на эффекте лечения. Значит, все нужно учитывать. Таким образом, для беременной женщины чаще всего какие-то объемные консультации других специалистов не нужны, и чаще всего не нужны вообще такие консультации. Тем не менее, в консультировании женщин могут принимать также не только врачи, но и, скажем, психологи, и социальные работники, и ряд других, скажем, специалистов, массажисты и другие специалисты, которые связаны, например, с улучшением здоровья и с улучшением психоэмоционального состояния. То есть женщина может обращаться к другим врачам, другим специалистам, и это вполне приемлемо. Важно,
чтобы акушер-гинеколог, как ведущий беременность врач, именно акушер-гинеколог, чтобы он контролировал все это, и он понимал вот эту, видел вот эту общую картину, и мог вовремя предупредить женщину о том, что, например, такая комбинация таких-то лекарств не совсем благоприятна для ее здоровья. Или скажем, что вот эти назначения врача, они не благоприятны при беременности, то есть они противопоказаны при беременности. То есть именно задача акушера-гинеколога быть вот этим центром, так сказать, руководящим всем тем, что призначают другие специалисты, и он обязан читать все заключения, все вот эти рекомендации своих коллег. Это будет правильно, а не просто закрыв глаза, что мне не интересует, что написал кардиолог, или меня не интересует, что написал нефролог. То есть врач обязан это все как бы читать, анализировать и понимать. И также, как я еще раз повторю, он не должен, акушер-гинеколог, не должен заменять всех остальных специалистов. Все-таки он должен тоже прислушиваться к мнению своих коллег и не бояться посылать за советом к своим коллегам, к другим консультантам, если в этом есть необходимость. На тему различных заболеваний женщины и том, как это влияет на беременность, мы будем еще говорить. К счастью, большинство заболеваний не влияет негативно, то есть беременность может протекать даже при тех заболеваниях, которые раньше считались как бы не совсем благоприятным фоном для беременности. Сейчас медицина пошла вперед, поэтому многие женщины могут беременеть и вынашивать детей, не опасаясь слишком за свое здоровье, а также за здоровье своего ребенка. Также многие женщины могут принимать лекарства, которые допустимы, то есть не противопоказаны при беременности, и не переживать, что это как-то негативно повлияет на здоровье ребенка. До встречи в следующем эфире.